Пиппи. Ник Airball, Mystery Hand. Какой критерий важнейший при выборе между колом и фолдом? Естественно, соотношение между шансами банка и эквити. Если эквити равно или выше под отцев, кол выгоден на дистанции. Правда, шансы банка зависят исключительно от размера ставки и величины текущего банка, а эквити — от предполагаемого диапазона соперника. Насколько сильны в математике любители в казино Хаслер? Узнаем из сегодняшней раздачи в рубрике «Что было дальше?». С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Первый герой — Ник Airball. Его настоящее имя Нихит Аркор. Раньше он работал в банке, но сам признается, что называл себя банкиром только ради одного — чтобы попасть в дорогие закрытые игры. Богатым любителям нравилось играть с инвестором, и Ник этим пользовался. Чтобы оставаться в их кругу, ему приходится поддерживать репутацию интересного оппонента, поэтому в покерных шоу с его участием сплошные творческие линии. Второй участник раздачи — Пиппи. Это молодой любитель из Азии, о котором почти ничего не известно. Он провел более 200 часов за телевизионными столами казино Хаслер, проиграв 100 тысяч. Очевидно, с таким показателем профессионалом его не назвать. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию Покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Итак, игра на ставках $100-200, в банке $500. Стеки участников огромны. Так, у Airball чудовищные 2620 блайндов, но пока это не важно. На ранней позиции с разномастными королем и валетом лимпит участник по имени Деннис. Пиппи на хайджеке рейзит до $1200. У него одна масная туз и двойка, вполне дефолтная рука для изолейта. Airball на кат-оффе. Его рука нам пока неизвестна. Ник переставляет до $4400. Деннис и Пиппи уравнивают. И оба, кстати, принимают не самое лучшее решение. У них отвратительные руки для игры без позиции, зато отличные за счет блокеров для полублефового 4-бета. Выходит спаренный борд с близкими номиналами. Это значит, что при общем перевесе диапазона агрессора у колеров нацев куда больше. Там и трипсы, и фулхаусы. Даже каре есть, не говоря уже об огромном количестве стрит-дро и гадшотов. У Ника можно предположить только туз-7 и король-7, а также редкие 8-7, стрит-дро 9-8, гадшоты 10-9. Но зато у него полный комплект некапнутых оверпар от тузов до девяток. Деннис и Пиппи пропускают ход. Airball ставит треть банка. Спорный сайзинг. На такой текстуре принято выбирать конт-бет покрупнее, чтобы отбить соперникам мотивацию к блефовым чек-рейзам. Причем ставить нужно почти всем диапазонам, так что рейдж Ника остается полным. Деннис выбрасывает. А вот Пиппи решает наказать соперника за мелкий бет и повышает до 25 тысяч. В принципе, рука не совсем мусорная для такого хода. У нее есть бэкдорный потенциал. А это главное, когда чек-рейзишь на доске, где много блефов. Но Ник калирует. Терн, дама червей. Скорее всего, Пиппи задумывал однократный блеф с планом сдаваться на следующей улице, но получает подарок от дилера. Уже полноценное флеш-дро. Значит, планы меняются. Нужно продолжать полублеф, что он и делает. Но выбирает неудачный сайзинг, всего полпота. А смысл блефовать маленькой ставкой на спаренной доске? Сила руки ведь особо не изменилась. Если изображаешь трипс или фулл-хаус, ставка должна быть весомой. Тем более у соперника могут быть дро на стрит или флеш. Зачем давать ему хорошие под-отцы? Очевидно, что после кола на флопе такая ставка не напугает Ника. Он калирует. Ривер. И закрывается раннер-флеш. Можно представить радость Пиппи. А абсолютно мусорная рука превратилась в натсовый флеш. Итак, в банке почти $134 тысячи. У Пиппи в стеке 155 тысяч, то есть чуть больше пота. Что он предпримет? Ставит $100 тысяч. Типичное действие любителя. С чего он пытается добрать подобным размером? Если у Ника оверпара, он вряд ли закалирует такой размер. Слишком мало рук осталось, которые Airball бьет с тузами или королями.
А если у него валеты и дамы? Неужели он хочет добрать с тех самых трипсов, которые сам изображал на флопе? Здесь, очевидно, напрашивается мелкая ставка, но Пиппи ослеплен удачей. Что же было дальше? Эйрбол калирует, Эйрбол пушит и Пиппи калирует, Эйрбол пушит и Пиппи фолдит. Напишите в комментариях. Эйрбол же почти сразу объявляет all-in. Итак, в банке 389 тысяч, а Пиппи, благодаря своим кривым сайзингам на терне и ривере, оставил за спиной 55 тысяч. Как ему следовало поступить? Крупный бет терна и пуш ривера, и сейчас не пришлось бы принимать сложные решения. Впрочем, а такое ли оно сложное? Предположенные соперником шансы банка просто смешны – 12%. Есть ли у нацевого флеша 12% эквити против диапазона эйрбола? Зависит от того, что закладывать Нику. Очевидно, из value у него карманные дамы, валеты, но очень редко семерки и шестерки, а также 7-6. А что насчет блефов? А есть ли они вообще в таких СПР? Сложно представить, но Ник натура творческая. И от него можно ожидать чего угодно. Да и переиграть флеши младше он ведь вполне может. Собственно, если добавить ему в диапазон всего лишь одну червовую комбинацию, у Пиппи уже 14% эквити. Если еще проще, глупыми решениями Пиппи сам себя загнал в угол и плотно привязался к банку. А это как раз та ситуация, когда мы просто вынуждены закрывать глаза и жать кол. Еще раз, 55 тысяч за спиной и 389 тысяч в поте. Но Пиппи выбрасывает нацевый флеш. Как бы он ни объяснял себе, что это Hero Fold, на самом деле это третья чудовищная ошибка за одну раздачу. Он положил Ника ровно на 6 комбинаций дам и валетов, не учтя ни одного флеша младше и ни одного блефа. Пиппи, перед тобой Ник Эйрбол, главный поставщик контента для трансляций из казино Хаслер. Ник издевательски открывает свои карты. Туз, король, пик. Блеф. Настолько же глупый и нелепый, насколько и гениальный. Как можно было поверить, что оппонент выбросит на пуш, когда у него за спиной ничтожная по сравнению с банком сумма? И все же он рискнул, репрезентуя ровно 6 комбинаций, ни одну из которых никак не блокировал. Вот за это Ника с радостью и зовут во все покерные шоу и закрытые игры с миллионерами. Пиппи в ярости разбрасывает фишки эйрбола по столу, что совсем не красит его как игрока. В конце концов, он сам виноват в произошедшем. Правда, Ник еще и подливает масло в огонь, подшучивая над трусливым соперником. Что же, скажем им спасибо за яркую раздачу. А вы угадали, чем закончился розыгрыш? Как бы вы поступили на месте Пиппи? И смогли бы вы провернуть столь необычный блеф на месте Ника? Подпишитесь на канал, чтобы знать, как разыгрывать такие руки. Не будьте как Пиппи. И обязательно смотрите прошлый выпуск «Что было дальше», где в главных ролях Дилан Флешнер, Трикоин и Бритни. Они встретились все в том же казино Хаслер. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!